Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам хочу предложить сделать маленький миленький букетик. Выглядеть он у нас будет в виде единорога. Вот таким образом сделать можно и котика, и собачку, и зайчика, кому кто больше нравится. Часто задают вопросы, что подарить дочке, что подарить племяннице, школьнице, поэтому я предлагаю вам вот такой вариант. Но перед тем, как я вам буду показывать, как мы будем делать с вами этот букет, я хочу рассказать вам о своей находке. Если вы мама, вы прекрасно понимаете, что детская одежда приходит в негодность очень-очень быстро. То она становится маленькая, то она становится грязной, что не оттирать, то дырявые колени, дырки. Это неизбежно. И мы всегда ищем варианты найти одежду подешевле, для того, чтобы не переплачивать. В моем городе, город Брест, это Беларусь, есть предприятие по пошиву детской одежды Мир Дат. Совсем недавно они открыли интернет-магазин, в котором можно покупать одежду по оптовым ценам. Покупаете на 100 белорусских рублей, это где-то $50, и экономите почти в половину. И самое важное, что у этого интернет-магазина есть доставка по всему миру. Так что, если вас заинтересовал этот магазин, если вы точно так же мама, как и я, и постоянно ищете, где по выгодным ценам купить одежду для своего ребенка и не бояться, что вы ее завтра порвете, а носить в удовольствие, все ссылки на этот магазин я обязательно оставлю в описании к этому видео. Проходите, смотрите, возможно, вам что-то понравится и вас что-то интересует. Ну а теперь давайте с вами приступать, и я покажу, как я делала сам букет. Ну и, конечно, первое, что вам понадобится для работы, это выбрать то, какие цветы вы хотите в ней использовать. У меня будет вот 3 таких розочки и лагурус, или, как его еще называют, зайчий хвостик. Покупала я его в цветочном магазине. Бумага у меня будет под номерами 565, 600, 548 и 601. Также понадобятся и листья. Листья не на проволоке, просто склеенные и размером 3 на 5 сантиметров. И самое главное, это жестяная банка от кукурузы. И такие же еще есть в горошке, может быть, еще что-то в таких банках делают. Размером она 8,5 на 8,5 сантиметров. Почему она? Потому что ее обклеил, и нам не нужно ничего делать. Ну и тем самым, не выкидывая в мусор, мы используем то, что у нас есть. Обклеивать я решила фетром. Уж очень я люблю этот цвет. Цвет называется меланж. Обклеивать я буду как сверху, так и донышко, чтобы все было в одном цвете. А уже изюминка в нашем торте, так сказать, будет единорог. Это нам понадобятся сами ушки и рог. Делать их я буду из глиттерного кожзаменителя. Очень красиво блестит, и он жесткий, хорошо держит форму. А ушки это фетр. Фетр толщиной у меня 1 мм. Он жесткий, поэтому с ним работать очень удобно. Обратите внимание, что когда я приклеивала внутреннюю часть ушка, именно самую острую часть я приклеивала снизу. В этом месте, так как мы склеиваем, нам будет очень удобно. И сам рог тоже склеиваю термоклеем. В работе себе помогаю карандашом и все хорошенечко склеиваю. И да, я не сказала, ссылку на сам шаблон я оставлю в описании к этому видео. Про размеры можете у меня не спрашивать, потому что я не замеряла. Делаю, вырезаю все на глаз, а потом просто перерисовываю на лист бумаги. Поэтому распечатывайте, и у вас готовый результат. Сделали все заготовки, теперь обклеиваем нашу баночку. Обклеивайте аккуратно, чтобы клей нигде не вылазил. И работа выглядела красиво и чисто. Но так как сверху мне не хотелось обрезать остатки, и я понимала, что этот кусочек все равно у меня может валяться, я просто нанесла внутри баночки клей и загнула края вовнутрь.
После чего приклеиваю по бокам ушки. Ушки можно приклеивать не только по бокам, но и сверху, возле рога. Тем самым ушки у вас будут торчать вверх. Поэтому единорог — это вымышленный персонаж, и у моего единорога уши будут снизу. Да, я не сказала. Внутри баночки у меня находится штукатурка для того, чтобы сделать утяжелитель. Использовать можно любой раствор. И вот такое что-то напоминающее лунтика с мультика у меня получается. Внутри буду заполнять я пенопластом и обязательно обклейте его бумагой, чтобы у вас ничего не просвечивало, и с верхней стороны тоже было все красиво и аккуратно. Если ваш пенопласт с трудом вмещается в вашу баночку, то даже не стоит его туда вклеивать, у вас все равно ничего не выпадет. Вот, сделали всю заготовку, после чего будем приклеивать рог. Кожзаменитель жесткий, я не вижу смысла, чтобы его внутри чем-нибудь наполнять. Поэтому снизу наношу клей и приклеиваю посередине своей баночки. И вот такая смешная заготовка у нас уже получается. Теперь остается задекорировать цветами. В моей работе 3 цветочка, которые я буду расставлять по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга. Кстати, видео по розочкам я тоже обязательно сделаю, потому что не всегда понятно, как и сколько лепестков нужно для одного или другого цветочка. Делается, в принципе, он одинаковый, как и все мои розы, но все равно для общего развития пускай будет. Вставила розы и буду приклеивать листья. Наношу просто снизу клей и вклеиваю вовнутрь. Все-таки какой букет без листьев и без зелени? Можно, конечно, использовать листья, любую зелень на веточке. Я в этом случае решила не использовать проволоку, поэтому просто приклеиваю. А теперь переходим к пушистикам, как я их называю. Свой пучок я разделяю на 3 части, срезая лишнее, буду вклеивать вовнутрь. И в принципе наш единорог почти готов, нам осталось приклеить глаза. Глазки я вырезаю из тонкого фетра толщиной 1 мм и буду приклеивать на клей Момент Кристалл. Я надеюсь, вам понравился мой вариант вот такого единорожки. Обязательно скидывайте свои фотографии в моей группе ВКонтакте. Мне будет очень интересно, как придумаете вы. Возможно, вы что-то поменяете. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк, если вам понравилось видео, и нажимать на колокольчик, иначе будете пропускать мои следующие видео. До новых встреч! Пока-пока!